Как-то я снимал видео, где проводил тест фрезы при фрезеровании вот таких плоских торцевых поверхностей. Как я уже говорил, основная проблема там в том, что фреза оставляет следы. Не знал я, как с этой проблемой бороться, и получил очень много комментариев. И я хотел бы поблагодарить зрителей за высказанные советы. Большинство зрителей сошлись во мнении, что это все связано с тем, что фреза стоит не строго вертикально, и, соответственно, углом прямая пазовая фреза задевает за заготовку и оставляет след. Поэтому наиболее интересное предложение, которое было высказано, заключалось в том, чтобы использовать фрезу со скругленными углами. Изготавливать я буду корпус под такие ламповые часы. Размеры все здесь есть. То есть работа, в принципе, простая. То есть нужно просто сделать такую коробочку. Ну, за исключением того, что на боковой грани еще нужно просветить отверстие. Вот сейчас займусь и заодно протестирую новую фрезу, которую я получил из магазина. Вот фреза. Особенность этой фрезы заключается в том, что нижние углы этой фрезы имеют радиус скругления 0,4 мм. Поэтому вне зависимости от того, будет она строго вертикально или на долю градуса наклонена, она не должна царапать поверхность. То есть никогда я с такой фрезой не работал, но вот сейчас попробую поработать. Ну, не знаю, видно или не видно, поскольку радиус скругления очень маленький, 0,4 мм. Фреза четырехзаходная, то есть имеет 4 режущие грани. Ну, соответственно, надеюсь, поверхность должна быть очень чистая. Вот смотрим результат. Поверхность очень гладкая, то есть она практически неотличима от шлифованной, но немножко есть шероховатость. Но, как вы видите, все равно небольшие полосы есть. Видимо, от этого сложно избавиться. Но я думаю, что здесь совсем будет небольшая шлифовка, и можно уже заниматься финишной отделкой.
целом, что можно сказать по поводу этой фрезы? Конечно, качество обработки несравненно выше, чем обычными пазовыми фрезами, но вы можете заметить, что все равно вот полосы есть. В принципе, вот это уже достаточно подлак, но может быть немножко еще подшлифовать таким этим нетканым материалом, но нужно понимать, что полосы он не уберет.